Всем привет! Неважно, что делает АвтоВАЗ и насколько он старается завоевать сердца отечественных автолюбителей, каждый его шаг подвергается серьезной критике со стороны владельцев автомобилей. Даже если завод выпускает простые и надежные машины, многие требуют уровня Майбаха в корпусе Гранты. Когда же представляется самая современная модель Веста, все равно возникают проблемы. Вариатор не соответствует, электроника не устраивает. В целом заводу не удается угодить каждому, однако критика в адрес использования китайских компонентов в российских моделях оправдана. В новой Весте уже мало осталось российского, коробки и электроника китайские, даже проводка. Все эти детали, кстати, вызывают сомнения в надежности. Свое-то уже начнем делать или как? В ответ директор проекта ВАЗа заявляет, что завод собирается отказаться от китайских комплектующих. В настоящее время закупка у восточных партнеров может быть выгодна, но завод готов перейти на отечественные комплектующие, как только они станут доступными. Однако, как подчеркивает директор, нужно подождать, пока их начнут производить в России. Как обычно, остается вопрос, чего и кого мы ждем. Похоже, на этот раз нет возможности и ресурсов, так как все усилия сейчас сконцентрированы на новом проекте ВАЗа – семействе автомобилей Гранта 2. Этот проект начался еще при участии Рено, но после их ухода ВАЗ взял его в свои руки и сосредоточился на создании абсолютно новой бюджетной Лады Искры. На данный момент автомобиль уже готов. Идут работы по обучению персонала и подготовке к началу производства. Все остальные испытания пройдены, важные детали закреплены, внешний вид определен, модель почти готова к презентации, которая состоится в ближайшие месяцы. Из имеющейся информации о новинке можно сделать вывод, что Искра обещает быть хорошей машиной. У нее современная платформа, безопасная и соответствующая современным стандартам автомобилестроения. В ее создании многое заимствовано у Логана третьего поколения, но ВАЗ внес свои улучшения, чтобы не копировать идею полностью. Кроме всего прочего, Искра лишена недостатков, которые присущи Логану Сандеро. ВАЗ постарался сделать эту машину более подходящей для российского рынка. Вместо укороченного хэтчбека в стиле Сандеро, Искра SV Cross будет полноценным универсалом, а не автомобилем с небольшим багажником. У россиян будет выбор из трех вариантов кузова – седан, универсал и кроссовер. Среди других плюсов – отказ от одноразовых трехцилиндровых моторов, которые приняты в Европе. Новая Лада будет оснащена знакомыми нам современными агрегатами объемом 1,6 и 1,8 литра, что делает машину более надежной и долговечной по сравнению с зарубежными аналогами. Автомобиль обещает нормальный клиренс, современное оборудование и простой салон. Все, что нужно для комфортной езды. Это звучит как будущий бестселлер на российском рынке. Однако некоторые аспекты новинки вызывают беспокойство не только у автомобильных журналистов, но и у обычных водителей. В первую очередь возникают вопросы к комплектующим для Лады Искры. В настоящее время, когда производится небольшая партия машин, сборка не испытывает проблем с нехваткой деталей. Однако, как только начнется полноценное производство, возникнет риск зависимости от китайских поставщиков. Платформа для этой модели новая, поэтому есть опасения, что большая часть комплектующих также будет китайского происхождения. Есть также опасения относительно ценовой политики. Искра позиционируется между Грантой и Вестой, что может создать конкуренцию между моделями. Это может привести к снижению продаж Гранты и даже ее полному снятию с производства в ближайшие годы. Решение снять с производства Гранту окажется не в пользу потребителей. Эти автомобили всегда пользовались спросом благодаря своей доступности. Отказ от них может оказаться неоправданным. Учитывая средний уровень дохода в регионах, бюджетные автомобили всегда были востребованы и необходимы для широких слоев населения. А как считаете вы, правильный ли ход делает АвтоВАЗ? Пишите в комментариях.